Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу поделиться с вами своим просто сокровищем, моей прелестью. Это моя коллекция колец AliExpress. Они очень классные, со мной уже практически 2 года. Я посмотрела, линки работают, поэтому если вам еще интересно, то подписывайтесь на канал и поехали! В предыдущем своем обзоре это была такая небольшая распаковка свежих украшений с AliExpress золотой цветовой гамме. Я сказала, что вообще для меня это было что-то новое, потому что обычно я заказываю что-то либо а-ля серебряное, либо посеребряное, потому что, лучше носится. Покрытие классное, не сходит, не зеленеет. В общем, на AliExpress есть очень хорошее серебро, о котором я сегодня вам расскажу, потому что действительно все эти кольца, 8 штук мы сегодня с вами посмотрим, они уже у меня 2-й год, и что бы я с ними ни делала, мылась, мыла руки или что-то еще, то покрытие вообще держится классное. Конечно, тут вопрос, серебро это или нет, потому что производитель заявляет, что это настоящее серебро, но я думаю, что это не так страшно, если, конечно, у вас нет аллергических реакций. И еще я сказала, что я моюсь кольцами, это, конечно, немножко я так приврала, потому что я стараюсь кольца снимать. Но, тем не менее, покрытие держится классно, в принципе, жить с ними можно, если там не ковыряться в грязи. Давайте начнем, наверное, с любого кольца, они так похожи, они вообще, я в то время очень сильно любила какой-то бунтарский серебряный стиль, по 1000 серебряных колец на одном пальце. Поэтому они все очень похожи, но тем не менее дизайн разный. И я хочу показать вам наибольшее количество колец, чтобы вы зашли к этому продавцу, потому что практически все они были заказаны у одного продавца, и нашли что-то для себя, потому что там прям очень много вариаций, они смотрятся очень здорово. И всегда, когда я была в этих кольцах, у меня все спрашивали: Даш, а что это такое? Даш, это что-то дорогое? И я такая: 100 рублей с AliExpress. Ну, в общем, да, я люблю так это поиграться, позаказывать себе что-то очень дешевое, очень классное, ну и, конечно же, потом решить, оставить или выкинуть. Но чаще всего я оставляю, потому что качество хорошее. Начнем вот с этого, наверное, кольца. Я заказала его практически одно из первых, так, на проверочку, и стоило оно 100 рублей. Я посмотрела, сейчас актуальная цена всех этих колец примерно 1,5-2 доллара, то есть это 120-180 рублей. Ну, то есть все равно это очень-очень сильно дешево, учитывая, что продавец реально почти на всех кольцах, кроме одного, написано, что это серебро 925 пробы. Что там на самом деле, не знаю, аллергических реакций не было, поэтому будем верить на слово. Это колечко, оно раздвижное, поэтому его, в принципе, можно на любой палец, который вам нравится. Сейчас у меня пальцы немножко как-то это сузились, и оно вот на этот палец мне подходит, потому что так я обычно его, давайте чуть сузим, я его ношу обычно вот на среднем пальце, оно смотрится очень интересно. То есть это, да, такое переплетение, наслаивающиеся, какие-то дугообразные сплетения серебра, не знаю, в общем, смотрится очень классно, и мне вот по стилистике все эти украшения, которые я сегодня покажу, мне не нравятся в совокупности с серебряными украшениями, в том числе с Uno D50 Sequenta, или как там эта прекрасная фирма считается. В общем, у меня вот, да, есть браслетик от Uno, у меня есть прекрасная подвесочка от Uno, и вот вместе со всем этим смотрится прям так аутентично, я не знаю, хочется прям в Африку сразу куда-нибудь туда скакать. Вот, первое кольцо, оно классное, удобное, очень мне нравится, и да, здесь, как я уже сказала, написано S925. Пишите, если вы разбираетесь во всех этих маркировках, я не очень, поэтому оставлю это на ваше усмотрение. Здесь прикольно все так приплетено, и очень аккуратно выглядит этот зажим, потому что все кольца, они безразмерные, потому что сложно угадать с размером, и это очень удобно. Я ношу на разных пальцах, я могу пополнить, я могу похудеть, но кольцо остается со мной, и, в принципе, это прям очень так функционально. Вот, смотрится, мне кажется, оно очень-очень здорово. Вот, давайте перейдем к следующему кольцу, потому что они все очень сильно похожи. Следующее кольцо, которое наиболее похоже, да, с этим, это вот такое плетение, я вам веточек предоставляю к вашему рассмотрению. И здесь тоже маркировка стоит та же самая, но выглядит она немножко иначе. Честно говоря, если их сравнивать, то мне, наверное, больше вот это нравится, потому что оно более фактурное, более сложное, и здесь меня смущает вот эта вот верхняя надслойка. Если ее убрать, мне кажется, было бы симпатичнее. Вот здесь уже такие более маленькие веточки, здесь более уже состаренное покрытие, они в целом, да, какое-то такое винтажное какое-то серебро, но тем не менее, конечно же, никакой не винтаж. Вот, поэтому можете вот так сравнить, посмотреть, чтобы я ссылочки вам приложу, возможно, какое-то одно из них вы закажете. Это смотрится более объемным, более обширным, и мне кажется, что более выигрышно как-то смотрится на вашей руке. Вот, тоже очень симпатично, можно носить вместе, конечно, это максимальный перебор, но кто говорит вообще, где тут перебор, где тут нет. Маленькое небольшое включение, пожалуйста, если видео вам нравится, вы все еще не подписаны на канал, то сейчас самое время это сделать, потому что 90% тех, кто меня смотрит, не подписаны на канал, а это совершенно не помогает его развитию, поэтому, пожалуйста, вот там вот кнопочка, нажмите. Давайте пойдем дальше, и вот это мое, наверное, одно из самых любимых колец,
постоянно меня спрашивают, откуда оно выглядит очень-очень симпатично. Я не знаю, почему оно мне напоминает по форме, да, как будто что-то от Cartier за 100 рублей с Алиэкспресс. Вот, выглядит очень симпатично, и его я люблю как в какие-то, да, около панковские образы, там около какие-то серебряные, не фактурные. Что мне нравится, вот Уна, да, тоже про Уна отдельно поговорим. Это вот такие, они какие-то мятые, неосторожные, вот такие небрежные, да, небрежность в аксессуарах, она вот мне симпатизирует. И это украшение, оно и с чем-то классическим очень хорошо смотрится, и с чем-то тоже таким, да, вот аутентично тоже неплохо смотрится. Здесь у нас также идет заглушка сзади, что позволяет нам это, да, расширить размер, сделать меньше, и смотрится очень симпатично. Действительно, когда я сказала один раз подруге, что это кольцо с Алиэкспресс, она очень сильно удивилась, что она сказала, что, блин, я думаю, что это что-то очень-очень дорогое. Вот, качество классное, как я уже сказала, ни одно из этих колец, о которых я сегодня рассказываю, ссылочки на которые я приложу, они не почернели, поэтому здесь можно за это не волноваться. Следующее кольцо уже немного отличается, это как будто цепь, да, такой, я не знаю, ремень или цепь, которую мы носим на груди, и оно тоже очень симпатично смотрится, мне кажется, оно наиболее тоже аккуратное, очень симпатично смотрится, если вы это все миксуете с золотом, например, потому что, да, вот можно, например, также золотую какую-то цепочку рядом надеть, если у вас есть в виде кольца, либо с цепочкой, тоже будет все очень симпатично гармонировать, и к этому кольцу у меня есть еще вот такое колечко, оно маленькое, его можно либо оставить на этом пальчике, да, потому что тоже как бы цепь, но более маленькая, либо можно, например, его даже как-то поверх надеть. То есть здесь все зависит от вас, какие вариации вам больше нравятся. Так, мне не очень комфортно, потому что я боюсь, что я его потеряю, хотя она тоже очень так в нем комфортно находиться, но тем не менее мне вот меньше нравится, когда мы каким-то вторым слоем кольца надеваем, мне нравится, когда отдельно, поэтому я бы вот так вот носила. Тоже, мне кажется, в паре они очень симпатично. Дальше тоже, если говорить про какие-то плетения, то мне нравится вот этот узелок, который также был заказан с Алиэкспресс. И здесь кольцо тоже очень здоровское, очень похоже на Уна, потому что у Уны есть, да, и гвозди, и тоже какие-то узлы, но там более структурные узлы, более большие. То есть я не могу сказать, что какой-то фейк на Уна, совершенно нет, это и не было задачи производителя, но смотрится, мне кажется, тоже очень симпатично. И вот эти кольца, которые не такие прям слишком масштабные, большие, я люблю носить вместе. То есть, например, вместе это все, мне кажется, очень хорошо поддержано, да, тем, что это серебро, это одна фактура, это одна такая как будто бы около винтажная история, потому что они пытались сделать дизайн под состаренные украшения, вместе все очень симпатично смотрится, я даже на этап и останусь пока с вами. Следующее кольцо, я его увидела, честно говоря, у своей подруги, просто мне безумно понравилось, я хотела заказать такое же, это вот такая цепь, она мне напоминает, как будто это что-то от воина нам досталось, да, какая-то кольчуга, вот, но смотрится тоже очень-очень симпатично и прям и не знаю, вот я опять надела и думаю, почему я так мало его ношу, почему? Потому что мне кажется, оно очень-очень симпатичное и такое прям фактурное. И, кстати, это единственное кольцо, на котором у нас непосредственно нет маркировки 925. Я не знаю, что это значит. То, наверное, это какой-то другой сплав, либо еще что-либо. Может быть, я ее не рассмотрела. И пока у меня была инспекция, опять посмотрю с вами маркировку, не вижу, вот не вижу. И пока у меня была с вами инспекция этого кольца, то ли оно у меня тут сзади немножко, да, покрытие стало темновато, сложно разобраться, то ли из-за того, что они бы плохо прокрасили. Потому что, как я уже говорила несколько раз, это как будто состаренное серебро, вот здесь тоже, да, есть черное, это около патины, я не знаю, как правильно сказать, то есть как будто черное, да, покрытие. То есть либо они его не прокрасили достаточно, либо перекрасили, либо оно уже окислилось. Но, тем не менее, этому кольцу тоже 2-й год, и оно не пачкает руки. Мне кажется, вот самое ужасное, что просто невероятно как-то расстраивает, когда кольца вам пачкают руки. Я в предыдущем обзоре показывала такой круассанчик золотой с Алиэкспресс, оно очень классное, красивое, но из-за того, что это золотое покрытие, как я и говорила, я их боялась, и не зря, видимо, боялась, я его 1 день поносила, 1 день. Ладно, возможно, мне было с ним слишком жарко, и мой слишком какой-то токсичный пот разъел это покрытие, я не знаю, ну, в общем, короче, 1 день его поносила, и все уже грязное, и это прям, неприятно, когда у тебя пальцы зеленые, как в детстве, да, когда ты дешевые колечки носишь, жвачка по рублю, и тут такая же история, как бы с этими кольцами я просто максимально не переживаю за то, что я помою руки и все будет в порядке, то, что я сниму кольцо и мне не будет стыдно за то, что у меня зеленые пальцы. То есть здесь прям все очень здорово, аллергии у меня никаких на них не было. И последнее кольцо, которое у нас осталось, это, мне кажется, такое достаточно распространенное по форме кольцо. Очень часто оно бывает в шоурумах, очень часто оно бывает в санлайтах, каких-то таких, да, недорогих ювелирных магазинах. И я подумала, что не хочу тратить 2-3 тысячи рублей, куплю что-нибудь с Алиэкспресс. И, кстати, его я ношу меньше всего.
Потому что если вы заметите, что все предыдущие кольца, они по форме у нас были какие-то витиеватые, интересные, необычные. Это кольцо стандартное, я думаю, что я буду его часто носить. Ну, конечно же, я в таком формате все не ношу, так много колец на одном пальце, но все равно, да, вот, то есть вот так посмотрим. Я думаю, что буду часто его носить, но как-то, не знаю, у меня было, кстати, похоже, к слову, да, действительно, Sunlight, только там было немножко мятое покрытие, и я его часто носила, потом я его потеряла, и как-то, знаете, оно каким-то таким неприятным периодом времени у меня ассоциировалось, что я решила, что я больше не хочу его покупать. Как-то не очень мне это захотелось. Вот, поэтому это кольцо как-то я реже ношу, потому что больше вот какие-то фактурные кольца мне вот к ним больше тянет, чем к этому кольцу. Но тоже покрытие, все нормально, хотя я вот сейчас заметила, что немножко оно появились какие-то, знаете, как будто я его где-то царапала, но я думаю, что это просто то, что я вносила и била о стол, там, о стол, еще обо что-то, какие-то аксессуары, которые я доставала. Вот, поэтому, на самом деле, кольца закончились, вот, и, наверное, обзор тоже подошел к концу. Что, друзья, мы посмотрели на мою небольшую такую коллекцию колец Алиэкспресс. Конечно же, это лишь один маленький мой сундучок в моем огромном сундучке с косметикой. Напишите, пожалуйста, как вам вообще бижутерия с Алиэкспресс, нравится ли она вам или нет, как вы относитесь к таким состаренным кольцам, потому что мне кажется, что все равно вот все кольца, которые я сегодня вам показала, они какой-то одной, да, стилистики. Расскажите вообще, какое из колец вам понравилось больше, потому что мне кажется, они все заслуживают уважения, заслуживают внимания, и я люблю их миксовать, то есть я могу там надеть узелок, могу цепочку, броню викинга и так далее. Вообще, прежде чем я начала записывать это видео, так как кольца у меня уже давно, я подумала, блин, вот я сейчас поделюсь, а вы все захотите, а что мне делать, откуда мне брать ссылочки. Вот, в общем, постараюсь найти все ссылки для вас, то есть я посмотрела, большинство из них рабочие, но это свежие кольца, некоторые были совсем давно заказаны, но тем не менее, обещаю, все вам найду и сможете заказать, если вам понравится. Как я сказала, цена очень-очень дешевая, консервативная, от 1 до 2 долларов, это сейчас порядка 100-150 рублей, поэтому я думаю, что вот это вложение прям супер. И, кстати, я, может быть, найду даже фотографию. Я когда забирала эти кольца, мне просто прислали вот такой пакет этих колец. И я показала, говорю, 1000 рублей. Или даже меньше, там 800 рублей. И просто и ты весь усыпан этим прекрасным винтажным а-ля серебром. Дорогие друзья, ну вот и все, видео подошло к концу, значит, нам пора прощаться. Пожалуйста, напишите, какое из украшений вам понравилось больше всего, нравится ли вам украшения с Алиэкспресс, заказывали ли вы что-нибудь, потому что мне кажется, что эта платформа просто прекрасный аналог бижутерии, дешевый, достаточно неплохой, классный по качеству. Главное, да, читайте комментарии, как в носке ведут все украшения. И это клевый аналог украшениям из шоурума за 3-4 тысячи рублей. Потому что, блин, ну зачастую они столько не стоят, правда. Можно любое украшение найти на Алиэкспресс. Это не реклама, к сожалению, не проплачена. Но если Алиэкспресс меня смотрит, то напишите, мы с вами точно договоримся. Друзья, спасибо еще раз, до новых встреч, новое видео будет совсем скоро. Пока-пока.